Добрый день, уважаемые дамы и господа. Тема нашего сегодняшнего видеомоста – экология столиц, проблемы мегаполиса. Все города, какой бы он ни был, маленький или крупный, или очень крупный, или мегаполис, как Москва, они все сталкиваются с экологическими проблемами. Это было исторически, любой даже самый маленький город всегда сталкивался с ними. Это проблема обеспечения жизнедеятельности, проблема потребления ресурсов, проблема отходов и так далее, и так далее. С чем сталкиваются современные города? Но мы не будем брать специфические города, города-спутники при промышленных заводах, предприятиях и так далее, или города, расположенные в специфических природных условиях, в горных котловинах. Ну, вот такой город типа как Москва или крупные города Европы, Америки и так далее. Это, естественно, большое количество населения, большое количество людей, и связаны с этим проблемы. Проблемы инженерного обеспечения, транспорта и проблемы нормальной окружающей среды. Вот это, я думаю, спектр проблем, которые объединяют все эти города. И решение этих проблем, в принципе, находится. Вы знаете, что были тяжелые времена и в Европе, были тяжелые времена в Японии, когда люди задыхались от смога. Сейчас там эти вопросы более-менее решены. Но Москва город специфический, сейчас она развивается в новых условиях, но я думаю, что позже мы об этом поговорим более детально. Ну а все-таки вот какие-то конкретные экологические проблемы Москвы могли бы назвать? Вот такие вот явные? Явные – это проблема отходов. Потому что, вы знаете, население очень жестко выступает против строительства мусоросжигательных заводов, хотя в Европе эта практика существует и довольно хорошие. Эти заводы размещаются в жилой застройке в Европе, в городах и нормально себя чувствуют. У нас, к сожалению, были, когда слушания по генеральному плану Москвы, население выступает очень активно против. Еще одна проблема, то, что у нас отсутствует, но это, видимо, связано с культурой, с общим менталитетом населения, раздельный сбор мусора. Это также осложняет проблему. И вот я был когда-то в Штатах, там выступал, и так ради смеха сказал, что Москва может скоро претендовать на столицу зимних Олимпийских игр. У нас не было только гор. Но вот благодаря этим горам из мусора, которые окружают Москву, в принципе, мы скоро сможем построить не только трассы для слалома, но и для скоростного спуска. Так что эта проблема очень важна. И, конечно, главная проблема, которая стоит перед городом и которую поставил новый мэр Москвы, это транспорт. Но вы знаете, что замкнутый круг. Вот если послушать транспортников, они говорят, что треть Москвы мы должны отдать под УДС, это улично-дорожная сеть. Если послушать нас, тех, кто отвечает за природу, мы говорим, что треть или не менее города мы должны иметь озелененные территории. Если послушать там представителей власти и так далее, то есть все хотят какой-то кусок города. Но город не резиновый, и самая главная проблема, я считаю, для вот таких огромных городов, как Москва, это проблема сбалансированного развития, чтобы учесть интересы всех, и инженеров, и транспорта, и социальной сферы, и так далее, и так далее. Вот главные проблемы – это отходы, это транспорт, это обеспечение ресурсами, это чистая вода, воздух и так далее. Надо сказать, что это не просто эмоциональное рассуждение, поскольку города являются основными источниками загрязнения окружающей среды, то ЮНЕП, программа ООН по окружающей среде, представители которого в Армении на общественных началах наша организация является, проводит очень интересные исследования именно геогородов, глобальная экологическая перспектива городов. И в качестве пилотного проекта один из 3 городов, которые исследовались, был Ереван. И мы провели огромную работу с участием многочисленных экспертов разных сфер, и показали риски, которые в Ереване, это и загрязнение воздушного бассейна. У нас в том смысле немножечко легче сейчас, что промышленность практически в городе или не работает, или работает в очень малых масштабах. Но это результат тех шоковой терапии, которую мы все получили. Шок у нас получился, терапии вроде бы и не видно. Но результат налицо, да, промышленность, в общем-то,
почти не функционирует, но в основном загрязнение это от транспорта. Но дело в том, что у нас специфика природно-климатических условий. Город находится в котловине, в центр города, во всяком случае, значительная его часть находится в котловине, это раз, и поэтому загрязнения с воздушными массами собираются именно в этой части. Во-вторых, у нас очень высокая ультрафиолетовая радиация солнечная, и поэтому вероятность фотохимического смога довольно высока, и он у нас присутствует. И проблемы очень серьезные сейсмических рисков. И, в общем-то, пока мы не можем сказать, что мы наши проблемы решили или решаем. В целом, к сожалению, когда началось активное городостроительство в Ереване в новых условиях, то, насколько я знаю, и в Москве эта практика была, и, мне кажется, даже мы переняли опыт Москвы, было объявлено без каких-либо оснований, что старый генплан не действует, а пока будет разработан новый генплан, значит, началась точечная застройка города за счет зеленых зон, за счет дворовых территорий. И, на мой взгляд, из 3 вариантов создания города-спутника или новой части территории города, нового района города, вот это была принята точечная застройка, которая, в общем-то, усугубила экологическую ситуацию. И мы также очень обеспокоены потерей культурного наследия. Я слежу за программами из Москвы, та же история у нас. И, в общем-то, облик и искажение облика города. И мне кажется, что наша основная проблема, что мы не учли ошибок, которые уже были пройдены мегаполисами мира. Мы их очень так прекрасно повторяем, к сожалению. Мы не учимся на чужих ошибках, и потом приходится признавать только свои ошибки. Поэтому мне кажется, что мы находимся на том этапе, когда нужны очень серьезные перемены в сторону зеленой архитектуры, в сторону экологического градостроительства.